Христианство, самая распространенная религия на земле, начинается с жизни Иисуса Христа, жившего в римской провинции Иудея. Его воскресение и божественная природа – предметы веры, однако его существование и смерть через распятие около 30 года нашей эры широко признаются историческим фактом. Раннее распространение христианства приписывают небольшой группе верных последователей – апостолам. К ним присоединяется примерно в 36 году Павел, которому по пути в Дамаск является Христос. Павел делает своей жизненной миссией распространение Евангелия, благой вести о смерти и воскресении Христа. Ему сопутствует огромный успех. Он обращает в христианство людей по всему Средиземноморью и даже на Западе, в Италии. Согласно преданию, около 42 года апостол Марк основывает церковь в Александрии, предтечу современной коптской православной церкви. Также по преданию в 52 году апостол Фома прибывает в Индию и основывает там несколько небольших христианских общин. Большинство историков ставит это под сомнение из-за отсутствия доказательств. Ранние миссионеры, такие как Павел к I веку нашей эры, успешно распространяют христианство по всему римскому миру. В источниках засвидетельствованы общины от Северной Африки до Италии. К 100 году 4 Евангелия, составляющие Новый Завет Библии, были завершены. Они остаются основой христианства по сей день. Христианство продолжает распространяться в пределах Римской империи и среди ее соседей. Около 301 года армянский царь Тердат III принимает христианство и объявляет его государственной религией, делая Армению старейшим христианским государством в мире. Христиане подвергаются гонениям по всей Римской империи, где самого императора почитают божеством. Но в 312 году, по словам христианских летописцев, император Константин видит знамение креста на небе перед битвой у Мульвийского моста. В следующем году он издает Миланский эдикт, узаконивший христианство на территории всей Римской империи. В 325 году он созывает Никейский собор. Первое из многих официальных церковных собраний, призванных разрешать богословские споры. На собор съезжается около 300 епископов, свидетельство раннего роста и организации христианства. Собором утвержден никейский символ веры – исповедание, которое используется христианами по сей день. Тем не менее, христианство остается раздробленным. Продолжают существовать многочисленные секты и учения. Большинство споров касается точной природы Христа и его отношения к Богу и Троице. Около 330 года христианство распространяется на юг, в Африку. Царь Эзана объявляет христианство официальной религией Аксумского царства на Африканском роге. Так зарождается современная Эфиопская церковь, одна из древнейших в мире. В 380 году император Феодосий издает первый римский закон, формально определяющий нормы ортодоксальной христианской веры. Христианство окончательно утверждается в качестве государственной религии Римской империи. По всей ее территории христиане нападают на старые языческие храмы. Одни разрушают, другие превращают в церкви. Позднейшие императоры запрещают поклонение древним богам и преследуют их последователей, которых начинают называть язычниками, уничижительным словом для отсталых и низших. Так называемые варварские племена, разоряющие значительную часть Западной Римской империи, вестготы, остготы и вандалы, тоже принимают христианство, хотя поначалу исповедуют ересь арианства.
Около 405 года святой Иероним завершает новый латинский перевод Библии, получивший название «Вульгата». Он станет официальным библейским текстом католической церкви и до сих пор лежит в основе католической Библии. В последующие 2 столетия миссионеры, подчас рискуя жизнью, стремятся обратить в христианство языческие общины и их правителей. Обращение влиятельного властителя становится ключевой стратегией, часто приводящей к христианизации целых государств. Христианство продолжает распространяться по Западной Европе даже после падения Западной Римской империи. Около 432 года святой Патрик отправляется в Ирландию, положив начало обращению ирландцев. В 508 году король франков Хлодвиг принимает крещение, завершая христианизацию Галлии. В 563 году монах Колумба прибывает из Ирландии в Западную Шотландию и основывает монастырь на острове Иона, один из древнейших в Западной Европе. В 589 году вестготский король Риккарет отрекается от арианства и обращает все свое королевство в католицизм. В 597 году папа Григорий Великий направляет святого Августина в Британию. Тот обращает в христианство короля Кента Этельберта, начав христианизацию англичан. В 635 году Алабэнь становится первым известным христианским миссионером, достигшим Китая. Император Тайцзун из династии Тан издает эдикт, разрешающий распространение христианства. Миссионеры строят церкви и переводят христианские тексты на китайский язык. Христианская теология смешивается с местными традициями, перенимая даосскую и буддийскую терминологию. Тем временем арабские войска, провозгласившие новую веру – ислам, завоевывают большую часть Ближнего Востока и Северной Африки и устанавливают контроль над самыми священными для христиан местами в Иерусалиме. К 720 году мусульманские завоевания доходят до Пиренейского полуострова. Однако большинство исламских правителей терпимо относятся к христианству на своих землях. И хотя христиане считаются подданными второго сорта, их общины продолжают существовать. К этому времени средневековая Европа раздроблена на множество королевств. Франкский король Карл Великий расширяет свою власть на всю Франкию, Баварию, Саксонию и Северную Испанию. Где бы он ни побеждал, он обращал новых подданных в христианство, часто силой оружия. В 800 году папа венчает его на царство как императора римлян, первого в династии, просуществовавшей 1000 лет. Христианство продолжает распространяться на север и восток благодаря новым королевским обращениям. В 965 году король Дании Харальд Синезубый, затем князь Мешко I и польская знать. Владимир Великий, великий князь Киевский, считающийся крестителем на Украине и в России. Более чем за столетие до этого святые Кирилл и Мефодий создали первый славянский алфавит и начали перевод главных богослужебных текстов. Король Норвегии Олаф Трюгвасон, отправивший миссионеров на Исландию и Гренландию. Король Венгрии Иштван. И король Швеции Олаф Шотконунг, чья попытка обратить язычников встречает яростное сопротивление. В 1054 году напряжение между греческой Восточной Церковью, возглавляемой патриархом в Константинополе, и Латинской Западной Церковью под властью папы в Риме приводит к расколу, Великой Схизме. Так окончательно оформляются Восточная Православная и Римско-католическая церкви. Восточная Римская или Византийская империя
испытывает сильное давление со стороны сельджуков. Поэтому в 1095 году папа Урбан II призывает к крестовому походу, чтобы помочь Византии и вернуть христианам Святую Землю. Он обещает отпущение грехов всем участникам, и католики записываются тысячами. Успех первого крестового похода приводит к созданию в Леванте нескольких христианских государств. Но менее чем через 200 лет все они падут под ударами мусульманских соседей. Христианские правители достигают большего успеха на Пиренейском полуострове, постепенно отвоевывая у мусульман завоевания VIII века. На севере Европы ведутся крестовые походы против язычников в Прибалтике и Финляндии. Тем временем христианство продолжает укрепляться на Востоке. Папский легат Иоанн Монтекарвино пересекает Армению, Персию и Индию и достигает Китая, где в 1294 году становится первым епископом будущего Пекина. В 1386 году великий князь Ягайло, последний языческий правитель Литвы, принимает крещение и начинает обращать своих подданных. В 1453 году турки-османы захватывают Константинополь, центр Восточной Православной Церкви. Константинополь считался Новым Римом. После его падения Русская Православная Церковь провозглашает Москву Третьим Римом и своим долгом защиту всех православных христиан. Эпоха великих географических открытий, ознаменованная смелыми морскими экспедициями, станет периодом, в который западноевропейские державы принесут христианство в самые отдаленные земли. В 1482 году португальская каравелла достигает королевства Конго. Через 9 лет его правитель Нзинга Анкуву вместе со многими вельможами принимает христианство. Позднее король откажется от католической веры, но христианство останется государственной религией Конго. В 1492 году католические монархи Испании побеждают последних мусульманских правителей. Пал Гранадский Эмират, и реконкиста завершается. В том же году Христофор Колумб достигает берегов Америки. Это событие становится ключевым для дальнейшего распространения христианства. Последующие трансатлантические плавания европейцев проложат путь к колонизации и обращению жителей Нового Света. В 1493 году папа Александр VI издает буллу, передавая Испании право заявлять претензии на открытые земли в Южной Америке. В документе сказано, что наибольшее значение в наше время имеет возвеличение католической веры и христианской религии и ее укрепление и распространение ради спасения душ и ради смирения и обращения в эту веру варварских народов. Год спустя Тардесильесский договор делит Новый Свет между Испанией и Португалией. Все к западу от условной линии отходит Испании, к востоку – Португалии. Куда ступает нога испанских и португальских экспедиций, туда следуют и христианские миссионеры. На территории будущей Новой Испании испанцы навязывают римский католицизм, насильственно обращая коренные народы и пытаясь искоренить их традиционные верования. То же происходит южнее, в Перу, а также в португальской Бразилии. Эпоха открытий знаменует и начало трансатлантической работорговли. Европейцы перевозят порабощенных африканцев в Америку для принудительного труда. Христианство распространяется в Западной Африке как побочный продукт работорговли. И к XVI веку португальские миссионеры
создают вдоль побережья устойчивые христианские общины. Тем временем в Европе назревает новый крупный раскол христианства. В 1517 году немецкий монах Мартин Лютер резко критикует, как он считает, коррумпированные практики римско-католической церкви, что запускает протестантскую реформацию. Протестантские требования реформ стремительно распространяются, чему помогает печатный станок Гутенберга. Их подхватывают европейские правители по политическим и духовным мотивам. Протестантизм укореняется в Северной Европе. В 1534 году английский король Генрих VIII разрывает отношения с Римом и объявляет себя главой церкви Англии. С самого начала протестантизм дробится на множество течений. Кальвинистов, лютеран, баптистов, анабаптистов, моравских братьев, англикан и пресвитериан. Тем не менее, католицизм остается крупнейшей ветвью христианства. Он распространяется в Юго-Восточную Азию вместе с португальской и испанской торговой экспансией. Миссионер Франциск Ксаверий путешествует по Азии. В 1542 году высаживается в Гоа и в 1545 посещает португальские форпосты в Индонезии, а в 1549 прибывает в Японию, где христианство находит множество последователей. В 1565 году Филиппины становятся испанской колонией и важным узлом европейской торговли. Католические миссионеры вскоре делают христианство доминирующей религией архипелага. В начале XVII века протестанты из Англии и Нидерландов основывают колонии вдоль побережья Северной Америки. Многие из них – пуритане, ищущие религиозной свободы и возможности создать образцовые христианские общины. Миссионер Джон Элиот устанавливает контакт с коренными племенами Массачусетса и к 1663 году издает Библию на их языке, однако попытки обращения имеют ограниченный успех. В последующие столетия именно растущее европейское население распространяет христианство по всему континенту. К концу XVIII века европейцы прочно укореняют христианство во всей Америке. И в Британии, и в будущих США столетие отмечено несколькими волнами религиозного возрождения, известными как «Великие пробуждения». Они дают начало современному евангельскому движению, подчеркивающему значение Писания и личного спасения. Веком ранее на Руси вспыхивает церковный раскол. На Большом Московском соборе 1666-1667 годов царь Алексей Михайлович поддерживает реформу, противники предаются анафеме, а патриарх Никон осужден и лишен сана, но не из-за реформ, а за проступки, самовольное оставление патриаршей кафедры и стремление поставить церковную власть выше царской. Старообрядцы объявляются государственными преступниками, начинаются ссылки, заточения, сожжения во срубах. Иноки Соловецкого монастыря восстают и 8 лет держат оборону. В 1682 году в Пустозерске казнен Аввакум, его житие разносится по всей стране. Старообрядцы уходят в подполье, в леса, на Дон, в Поморье, Сибирь, на Урал, в Прикамье и за границу. Возникают разные согласия – поповцы, беспоповцы, бегуны, каменщики. Позже Петр I ужесточит налоги, припишет старообрядцев к особым раскольничьим сословиям. К XIX веку преследования ослабеют, но сохранятся ограничения. Лишь в 1905 году указ Николая II даст старообрядцам права. Они выйдут из подполья, начнут строить храмы и открыто совершать службы.
Во времена расцвета европейского империализма христианство вместе с переселенцами и миссионерами добирается до последних уголков земного шара. В 1788 году христианство приходит в Австралию вместе с первой британской каторжной колонией. В 1797 году Лондонское миссионерское общество направляет первых проповедников в Восточную Полинезию. Именно миссионерская деятельность становится главным двигателем распространения христианства по островам Южного Тихого океана. Затем христианство достигает Новой Зеландии, где в 1814 году миссионер Самуэль Марсден произносит первую христианскую проповедь. Христианские миссионеры распространяют веру по всей Индии. Среди них баптистский пастор Уильям Керри. Его называют отцом современного миссионерства. Он переведет Библию на 7 индийских языков. Однако многие индуисты и мусульмане воспринимают миссионеров враждебно. Это недовольство становится одной из причин Великого восстания в Индии против британского владычества в 1857 году. Началось время героических миссионеров. Мужчин и женщин, совершавших долгие и опасные путешествия, чтобы спасти души в далеких краях. Шотландский миссионер Давид Ливингстон, пожалуй, самый известный. Он первым из европейцев достигает многих районов Центральной Африки и открывает водопад, названный им Виктория. Были и другие – Адонирам и Энн Джадсоны, прожившие почти 40 лет миссионерами в Бирме, и Мэри Слессер в Нигерии, выучившая местный язык эфик, чтобы проповедовать христианство. В 1884 году американские пресвитериане прибывают в Корею, одновременно привозя западную медицину и христианство. Новая религия быстро приживается. Сегодня почти треть населения Южной Кореи – христиане. В 1880-е годы европейские державы начинают гонку за Африку – колониальный передел последних независимых африканских государств. К 1914 году они заняли 90% континента, принося с собой и христианство. Китай долгое время оставался в значительной степени невосприимчивым к христианству. К началу XX века обращенных насчитывалось лишь около 100 тысяч. Распространение христианства вызвало и кровавую реакцию – боксерское восстание, во время которого погибли тысячи китайских христиан. Но масштабная миссионерская работа после 1900 года приводит к строительству тысяч церквей и увеличению числа христиан до примерно 4 миллионов к 1945 году. В XX веке рост коммунизма становится серьезной угрозой для христианства и других религий. Коммунистические правительства в Советском Союзе, Центральной и Восточной Европе разрушают церковные структуры и подавляют богослужения. Однако христианство оказывается более устойчивой доктриной. После падения этих режимов церкви возрождаются и снова собирают паству. Даже в коммунистическом Китае сегодня насчитываются миллионы христиан, несмотря на строгий государственный контроль. Вот уже почти 2000 лет усилия бесчисленных миссионеров и колонизаторов способствуют распространению христианства по всему миру. Сегодня численность христиан оценивают в 2,3 миллиарда, почти треть населения Земли, и они живут и молятся практически в каждой стране. Для христиан, представителей иных верований или людей без религии, это, несомненно, было и остается поистине удивительным историческим путешествием. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Джону Владимирову, Сергею Резнику, Виктору Уманцу, Иосифу Божичу.